Всем привет! Сегодня хочу с вами обсудить недавний иммиграционный кризис в Испании, потому что такое количество новостей мне, наверное, никто никогда не скидывал по Испании и не разводили панику, хоть это реальный кризис и это реальная проблема, но надо понимать, что Испания имеет два конклава на территории Африки. Это часть Европейского Союза, которая граничит с Африкой. Это два города. Один с Марокко соседствует, а второй с Алжиром, если я не ошибаюсь. Вот. И вот в один из испанских городов ворвались просто куча марокканцев. И все эти кадры стрёмно все выглядит, да. Меня больше всего поражает того, как все агрессивно на это настроены. Вот, хотя при этом пограничные службы охраняют эту территорию с двух сторон, то есть и испанская сторона охраняет территорию, и марокканская сторона охраняет территорию. Но почему-то на марокканской стороне охраны не стало как-то резко. Вот, и вообще, насколько все это понимают, такой большой наплыв, да, там около 70-50 тысяч человек за 2 дня пересекли границу. Это связано с тем, что в Испании решение Верховного суда было, в котором сейчас новый закон, где тебя депортируют сразу. Да, если ты пересек границу неправильно, тебя отправляют. Но это не относится к морю, потому что море там как бы нет физической границы, то есть ты пересек границу по воде, ну, типа нет физического забора. И это разошлось в марокканских соцсетях, они все попробовали, в первый день был очень маленький наплыв, да, людей, а потом, да, сарафанное радио, все такие, блин, ну получилось, и вот этот слух о том, что Испания открыла границы, он породил такой кризис, да, вот эти все европейские истории, где мы Испанию из Шенгена выгоняем и все такое, это, конечно, чушь, да, популистские выражения. Вот, то, что правительство ничего не делает, ну, мобилизовали армию, на следующий день всех выгнали уже, да, ну, понятно, что это не решается за один день, и население вот этого города, там, 1050 живет, и буквально новый город заселился, ну, понятно, что там нет полицейских, такого количества, ну, типа, не весь же город полицейских, просто такое количество невозможно сдержать, и полиция, ну, раздавала воду и бургеры, ну, не бутерброды, ну, это базовая история. Все-таки они хотели запросить как бы здесь беженство, да, но не получилось. Приехал премьер-министр Испании и сказал, ну, вы агрессоры, до свидания. И всех выгнали, да, мобилизовали армию, вместе с Марокко всех отправили. Вот. Что еще хочу отдельно выделить, это количество людей, которые такие... Мне нужно многомиллионные визы собрать, документы подготовить, чтобы визу получить и в Испанию уехать. Ребят, вы немного, наверное, путаете. Во-первых, чтобы визу получить, вам никакие многомиллионные выписки не нужны. Вы можете запросить и со 100 тысячами остатка. Ваши шансы упадут, но если для консула вы доказываете, что вы реально едете как турист, вам дадут визу. Ну, типа, вы... Получение визы супер сильно усложняете. И когда вы сравниваете себя с беженцами, ну, как бы, вы приехали на 2 недели отдыхать, тратить здесь деньги. Да, у вас такой план. Консул хочет проверить, у вас эти деньги есть или нет, вы где жить будете, что вы тратить будете. Если вы забронируете отель за 10 евро в центре Мадрида, ну, не отель, а хостел, да, 10 евро ночь. Забронируете, у вас оплаченные брони, оплаченные билеты, вас там пустят со 100 тысяч рублей. Ну, типа, что вы прикалываетесь? Вот. Так что здесь как-то неразумно сравнивать. Причем вы тоже можете приехать как беженцы. Есть проблема в том, что если вы здесь останетесь, то у вас должны быть основания на запрос, да, беженства. Просто так типа, приехать и сказать, мы хотим, никто его не даст. Да, вас рассмотрят, но вас отправят обратно. Вот. И если вы вернетесь в Россию, вам дадут бан. И вы в Евросоюз не сможете поехать там в ближайшие 10 лет. Это как вот сейчас Черногория, одна из таких близко европеизированных стран, которые принимают сейчас россиян. Они вот
год, в следующем году, вот пару лет осталось, и они вступят в Евросоюз, поэтому все едут туда. И у них очень много российских туристов, но я думаю, это даже плюс. Россиянам будут проще давать визы Черногории. Вот. Вот такой кризис произошел, там погибло около 50-60 человек, но все думают, что это вот здесь в Испанию врываются, хотя по факту это в Африке город, да, неприятно, но на материковой Испании как-то даже, ну не сказал бы, что все такую панику разводили, как в российском интернете. В российском интернете просто безумие по поводу этого. Вот. Как-то так. Ну да, это самый большой кризис, и его нужно будет решать в скором времени. Но пока у меня нет документов, Педро Санчес, я тебя люблю. Можно документы, пожалуйста, быстрее? Ну, не знаю. Вообще, кстати, я ничего против мигрантов не имею, просто не в таком формате, в котором это происходит. Но сделать классные программы для миграции было бы супер. Потому что в Европе очень долго живут люди, и убирать улицы те же, ну, скоро людей не хватит. Да, пенсии платить тоже скоро людей не хватит. Вот. Мы же не Швейцария, да, фонды, деньги государства в зарубежные компании не кладем, вот, а сами являемся зарубежными компаниями. Как-то так. Вроде бы все сказал, да. Ну и нужно понимать, что из Марокко марокканцам особо не разрешают уезжать, поэтому они и запросить так-то защиту просто не могут. Вот. Такое небольшое видео, вообще немного рассказать вам об этом всем, потому что как-то, блин, все такую панику подняли, а я вообще не понимаю, что панику подняли. Ну да, но ничего сверхъестественного типа не произошло. Так бывает иногда. Ну, это я с российскими, да, вот этими реалиями. Все, чао.